Приветствую зрителей моего канала, меня зовут Александр. Заказал в подарок ребенку игрушку робота JJRC R2 Кэдди Винни в магазине Banggood, где я его приобрел за $19.39 с бесплатной доставкой из Китая. Робот предлагается в двух цветах, соответственно голубом Кэдди Вида для мальчиков и розовым Кэдди Винни для девочек. Эту игрушку можно приобрести на AliExpress и Gearbest. Ссылки на все магазины ищите в описании этого видеоролика. Все возможности робота представлены вот такими пиктограммами на боковой грани коробки. Робот может ходить, танцевать, понимает и реагирует на жесты вашей руки. При обнаружении препятствий на пути следования уклоняется от них. Управляется с помощью комплектного инфракрасного пульта и способен воспроизвести до 50 команд при его программировании. Игрушка рассчитана на детей возраста до 8 лет. Но с ними не соскучатся даже мужики за 40. В моем случае именно так и вышло. Робот JJRC R2 Кэдди Винни доставлен в Беларусь из Китая за 50 дней без отслеживания трек-номера. И прибыл именно в день рождения именинницы, которой и предназначалась эта игрушка. То есть посылка шла очень долго, но в то же время доставлена вовремя. Вот такой парадокс. Игрушка упакована в красочную коробку из картона, которая в свою очередь была запечатана в серый почтовый пакет. Розничная упаковка слегка помялась. Но благодаря блистанным вставкам внутри коробки игрушка сохранилась в целости и рабочем состоянии. На двух широких гранях розничной коробки проиллюстрированы оба робота Кэдди Вида и Кэдди Винни. На боковых гранях отражены функции, которыми они оснащены. Интеллектуальное программирование, распознавание жестов, обнаружение препятствий, воспроизведение музыки и способность танцевать, и режим демонстрации возможностей игрушек. Производителем является китайская компания JJRC, популярная своими квадрокоптерами и моделями с радиоуправлением. У меня модель JJRC R2 Кэдди Винни в розовом цвете, которая комплектуется красочной иллюстрированной инструкцией только на английском языке. Кабелем с интерфейсом USB для зарядки от ноутбука или адаптер питания на 5 вольт. Длина около 30 сантиметров. Белым пластиковым инфракрасным пультом дистанционного управления. Батареек в комплекте нет. Используются две батарейки типа 2А. Вот такой вот скромный комплект. Предлагаю установить две батарейки и ознакомиться с возможностями этой игрушки. Габариты робота небольшие, соответствуют заявленным на странице с товаром. Высота 265 мм, ширина 160 мм, толщина 90 мм и вес около 350 грамм. Отмечу качественный прочный пластик, из которого изготовлен робот. Все сочленения конечностей прочные и в меру подвижные. Руки подвижны в плечевых суставах, их можно выпрямить под любым углом. Поворачиваются также кулаки и сгибается большой палец кисти руки. На подошвах снизу имеются по два резиновых колеса, благодаря которым робот может передвигаться даже по ковру. Все выглядит очень крепко и надежно. Небольшой динамик для воспроизведения музыки и команд встроен в затылок. Для его включения на груди имеется одна функциональная кнопочка Power. Она с фиксацией. Звучит приветствие на английском языке, глаза подсвечиваются голубыми светодиодами. На груди робота установлены сенсоры, благодаря которым возможно управление движениями робота с помощью жестов. Нужные движения кисти руки проиллюстрированы на упаковке и в инструкции. Робот питается от встроенного аккумулятора с заявленной емкостью 500 мАч. Для его зарядки используется комплектный USB кабель, который подключается в соответствующий круглый разъем на животе робота. При этом рядом с разъемом внутри корпуса загорается красный светодиод. Зарядка осуществляется в течение 2 часов. От одной зарядки аккумулятора робот работает достаточно долго и где-то около 1 часа. С помощью комплектного пульта можно выбрать желаемый уровень громкости звукового сопровождения всех движений робота.
Можно управлять и программировать движение робота, а также включить режим демо, чтобы ознакомиться с возможностями робота. Дальность действия инфракрасного пульта в помещении около 10 метров. В солнечную погоду на улице эта дистанция существенно сокращается. Все свои движения робот сопровождает озвучиванием на английском языке, так что параллельно можно и язык подучить. При первом включении робот последовательно демонстрирует два танца – рок-н-ролл и типа мазурки, а после механические звуки, которыми роботы общаются между собой. В режиме ожидания последовательно через 20 секунд робот напоминает о себе просьбами поиграть с ним, потом познакомиться и в конце о том, что он скучает. В конце концов он прощается и автоматически отключится, чтобы экономить заряд аккумулятора. При нажатии кнопки пульта демо робот последовательно демонстрирует ходьбу вперед, назад, скольжение вперед и назад, повороты влево, вправо, умение танцевать попсу и механический язык общения. Для патрулирования роботом периметра нажимаю одноименную кнопку пульта. Кнопка Music воспроизводит 5 загруженных мелодий. Кнопкой Dance можно последовательно переключить 3 танца. Конечно, все это он делает весело, с озвучиванием своих действий на чистейшем английском языке. Игрушка прикольная, устойчивая на ровной поверхности, многофункциональная. Ребенку даже младше 8 лет он очень понравился. Это что-то типа домашнего животного. Повторю, что качество изготовления отличное. В общем, к покупке советую. Ну а с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, оценивайте этот и другие видеоролики. До встречи на канале. Пока.